Всем привет, меня зовут Ксюша. В этом видео я вам покажу, как можно сделать такой декор стен, используя обычную штукатурку и канцелярскую скрепку. В комментариях вы меня просили сделать декоративную штукатурку для ванны, поэтому в этом видео я буду использовать смесь на основе цемента, которая подходит для влажных помещений. Я уже укрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. И сделала раствор, смешав 1 к 1 шпаклевку и штукатурку на цементной основе. Берем шпатель и кельму, набираем материал. Наносим цементную смесь на поверхность примерно толщиной в полсантиметра, чтобы в дальнейшем получить более объемный и рельефный рисунок. Наносите смесь тем инструментом, который вам удобен в работе. Это может быть широкий шпатель, либо кельма, как у меня. Нанесли небольшой участок равномерным слоем. Теперь берем обычную кисточку и сглаживаем наплывы от кельмы. Двигаюсь круговыми движениями. Периодически смачиваю кисть водой, чтобы она меньше засорялась. Я смачиваю кисточку пульверизатором, так как можно им контролировать количество воды. Поверхность подравниваем легкими разнонаправленными движениями, слегка ее касаясь. Дадим поверхности подсохнуть минут 10-15, а пока я вам покажу, что будет в следующем видео. Теперь вы знаете, что у нас будет в следующем видео. Далее на поверхности мы будем делать узор, чем-то напоминающий топографическую карту возвышенностей. Для этого нам потребуется скрепка, разгибаем ее в разные стороны. Начинаем создавать основную часть узора широкой стороной скрепки. Первые линии узора задают общее направление всего рисунка, поэтому я их черчу широкой стороной, чтобы они лучше выделялись в дальнейшем. Делаю извилистую полосу. Она должна иметь большой центр и в дальнейшем заужаться параллельно предыдущему рисунку. Линии ведем хаотично. Главное, чтобы было небольшое соединение. Если вы не уверены, что у вас получится сразу на стене, предварительно потренируйтесь на листе бумаги. Теперь добавим основную линию сюда, в центр образца. Делаю я ее тоже полукругло, слегка приближаясь к предыдущим линиям. По линиям можно проводить несколько раз, чтобы они были более четкие. Теперь переворачиваем скрепку другой стороной, более узкой. И в получившихся пустотах рисуем хаотичный овал, чтобы получился овал в овале. Кстати, подходящее название для этого ролика. Рисую овал параллельно границе. В нем же еще один овал.
Получили в овал в овале. Приступаем к следующему. Время от времени отходите на пару метров от стены, чтобы контролировать общую композицию рисунка. Прорезали рисунок скрепкой. Теперь берем пульверизатор с водой, кисточку и прочищаем швы от мусора. Обильно смачиваем всю поверхность водой. И приглаживаем неровный рельеф. Кисточкой проходимся по рисунку, хорошенько выглаживая швы, чтобы в дальнейшем их не пришлось шкурить. Прочистили швы нашего рисунка. Далее ждем высыхания штукатурки. После покрасим ее в нужный цвет. Штукатурка наша высохла. Перед покраской ее необходимо прогрунтовать. Буду использовать грунтовку с добавкой против плесени и грибка. Наливаю ее в ванночку. Наносить буду валиком с длинным ворсом. Чтобы оставаться чистеньким во время грунтования, двигайтесь валиком снизу вверх. Грунтовку нанесли, теперь дадим ей подсохнуть часа полтора-два. Поверхность готова к покраске. Так как я делаю декоративную штукатурку для ванны, то и краска потребуется для влажных помещений, устойчивая к прямому воздействию воды. Например, Текурила Луэ 20. Я ее уже заколеровала в нужный цвет. Наливаю в ванночку краску. И набираю на валик. Прокрасили поверхность водоэмульсионной краской в один слой. Теперь нужно будет подождать, пока она высохнет. Потом мы выделим рисунок с помощью бронзового цвета. Берем тонкую кисточку и прокрашиваем углубление фактуры. Стараться очень ровно прокрашивать здесь не нужно. Второй слой краски бирюзового цвета все исправит. Бронза нанесена, теперь очень хорошо видны все овалы и полоски нашего рисунка. Остается только прокрасить верхушки бирюзовой краской поролоновым либо велюровым валиком. Набираем небольшое количество краски и очень хорошо отжимаем валик об лоток. Прокрашиваем верхушки легкими движениями, едва нажимая на валик.
Наша задача не закрасить бронзу в углублениях. Все готово, теперь сниму скотч с краев образца и посмотрим, что у нас получилось. Декоративная штукатурка получилась очень интересной. Такой вариант отлично подойдет для ванной. Особенно если в интерьер добавить детали из бронзы. Например, установить краны и держатели для полотенец бронзового цвета. Обычную штукатурку на цементной основе можно использовать для финишной отделки стен во влажном помещении. Единственное, где будет нужна дополнительная гидроизоляция, это стены, которые подвержены прямому воздействию воды. В этих местах перед использованием штукатурки необходимо нанести слой гидроизоляции. И, естественно, покрываем штукатурку краской с высокой стойкостью к влаге. Если это необходимо, краской со стойкостью к прямому попаданию воды. Сам образец мне очень понравился. Узор напоминает топографическую карту высот. Перед созданием такого рисунка нужно обязательно потренироваться на листке бумаги. Можно даже заранее сделать примерную схему, а после перенести ее на стену. Смотря на получившуюся декоративную штукатурку, иногда кажется, что бронзовый узор не врезан в глубину фактуры, а наоборот выпуклый. Это очень забавный эффект. Обман зрения. Плоские вершины бирюзового цвета хорошо сочетаются с бронзовым узором. Для ванны эти цвета прекрасно подойдут. Думаю, что в комнате или коридоре эта декоративная штукатурка тоже будет отлично смотреться. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи на канале Креативный слой.